Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 12 по 14 ноября 2021 года. Но прежде чем мы начнем освещение этой важной темы, просим вас подписаться на наш канал. Делитесь нашими видео с друзьями, родными, чтобы и у них все их труды приносили пользу, и у них все было хорошо. Комментируйте, лайкайте. Задавайте вопросы. Для вас это не сложно, а для нас ваше внимание приятно. И это есть ваша посильная оплата нашего труда. Благодарим вас за понимание. А теперь сам агрогороскоп. Рассмотрим эти даты. И прежде чем мы рассмотрим время энергии нахождения Луны, растущей Луны в знаке Рыбы, напомним, что 11 ноября Луна еще будет находиться в знаке Водолей. И здесь будет переход Луны из первой во вторую фазы. И плюс ко всему Водолея еще и будет вечером Луна без курса. В любом случае Водолей не посевной и не посадочный день, поэтому посевы и рассада здесь и пикировка, любые виды работы с рассадой не делаются. В саду можно проводить обрезку. Это, кстати, вот последний день перед тем периодом, который у нас впереди ждет, и полнолуние, и лунное затмение. Поэтому вот обрезки, пожалуйста, проводите в это время Водолея. Здесь хорошо проводить также защитные мероприятия против вредителей и болезней. Ну и вот, что касается зеленых операций, также зеленые операции постарайтесь в это время провести, потому что дальше уже не будет возможности это делать. Для цветов открытый грунт. Снова мы рассматриваем различные регионы. Там, где холодно, укрытие нужно делать на зиму. Ну а где нормальная погода еще, можно проводить обрезку. Для комнатных цветов актуальны зеленые операции, а также защита от вредителей и болезней. Поливы и подкормочки в Водолее не проводим, потому что это время стихии воздуха. А вот что касается сбора урожая, заготовки, закладки на хранение, очень хорошее время в знаке Водолей. Но квасить капусту не рекомендуется. В это время капуста получается суховатой. Что касается новой графы, это сбор и приготовление лекарственных настоев, то очень хорошо это делать в Водолее. Получается качественные, полезные настои из лекарственных трав. Ну, естественно, и собирать лекарственные листики, цветочки тоже очень хорошо. А теперь перейдем к нашему основному периоду в это время. Это период нахождения Луны в знаке Рыбы. 12 с 7 часов 55 минут уже будет находиться Луна в этом знаке. Это будет пятница, и также мы в субботу рассматриваем сразу 2 дня. И частично мы будем говорить о периоде воскресенья 14, но там есть свои особенности. Поэтому смотрите, что мы должны себе где-то делать какие-то заметки. По крайней мере, я для себя знаю, что в посевах в рыбе растущая Луна должны участвовать семена вершков. И, кстати, можно использовать посев семян эустомы. Это снова же для тех, кто заранее выращивает вот эти прекрасные цветы. Значит, мы проводим подзимние посевы. Вершки – это зеленые различные травы. То, что кто-то увлекается, томаты выращивает таким способом. Все семена, которые будут превращаться потом в прекрасные растения и давать урожай над землей, пожалуйста, можно высевать. Рассада – очень хорошее время для того, чтобы проводить пикировку, посадку, перевалку. Снова же тем, кто этим не занимается, можете пройти мимо, но у нас есть очень многие, кто выращивает сейчас рассаду и высаживает их в теплицы. Это для них очень важно. В саду очень хорошо посев туго всхожих семян древесных различных садовых растений, и не только, но и лесных различных растений, которые требуют длительной стратификации. Именно в рыбах даст возможность, энергия рыб даст возможность, чтобы эти семена проклюнулись весной и потом были здоровые растения. Зеленые операции не проводятся, и не потому, что это время уже знака стихии воды, а потому что зеленые операции уже далее у нас очень близко уже находится время
полнолуния при растущей луне, вблизи полнолуния и лунного затмения такие операции не проводятся. Для цветов очень актуальны поливы подкормки, а также посев на рассаду. Это теплые регионы и те, кто занимается выращиванием цветов в теплице. И, естественно, защита биопрепаратами. Для комнатных цветов в горячее время здесь поливы подкормки, посадка той рассады, которая уже укоренилась, перевалка, пересадка. Вот это все, вот эти 2 дня мы делаем 12-13. Что касается полива подкормок, то очень эффективны эти агромероприятия, потому что в знаке воды поливы проходят очень качественно. А вот что со сбором урожая, заготовки, закладка на хранение, это время у нас выходные для этих работ, для заготовок и, кстати, квашения тоже. И приготовление и сбор лекарственных трав для приготовления различных настоек, мазей тоже не проводим. Единственное, что если вы хотите где-то листики какие-то свежие использовать, можно собрать и отправить в салат. Это все по личному желанию каждого человека. Следующий очень важный момент – это вот день 14-го. Это время перехода Луны из знака Рыбы в знак Овен. И Овен, энергии Овна уже будут с 15 часов 48 минут. Это будет воскресенье. Поэтому день делится на 2 части. Так как у нас Луна без курса с 5 часов 42 минут и до 15 часов 47 минут, то, естественно, практически никаких работ, уже хотя знак Рыбы, мы не проводим ни с посевами, ни с рассадой, ни с посадками. Просто только с 16 часов, когда уже будут энергии стихии огня, Овна, что можно делать с 16 часов? Высаживать лук и чеснок на витаминную зелень. Очень хорошо получается. Растущая луна, перышки зеленые, очень вкусные получаются и растут хорошо. А также можно сеять семена зеленых и пряно-ароматических трав. Это касается теплиц и теплых регионов. А вот рассаду на этот день, во-первых, у нас Луна без курса, плюс в знаке Овен уже после 16 часов нельзя высаживать. Очень слабая корневая система. В саду вот это время уже пришло притенение еловых растений для того, чтобы их веточки и вот эти иголочки ни в коем случае не прижигались и не становились коричневыми. Их можно агроволокном, мешковиной закрывать. Это у каждого будет свой выбор, свой вариант. Ну, естественно, в саду укрытие теплолюбивых растений – это север. И защищайте, пожалуйста, от грызунов. Очень важный момент и важное мероприятие. Там, где холодно, закрывайте свои растения от зайцев, а также от мышей и других грызунов, которые могут уничтожить ваши растения. Зеленые операции не проводят. Что касается цветов, то можно их укрывать с 16 часов, когда уже начнется работа стихий огня. Хорошо закладывать на хранение луковицы, а также клубни. На зимнее хранение проверяйте обязательно все это. Делайте в это время после 16 часов. Для комнатных цветов актуальны защиты растений от вредителей, от болезней. Поливы только подкормки до 13 часов, так как будет еще энергия рыб. А после 16 часов уже это не делаем. Поливы проводим до 13 часов, подкормки до 13 часов. И вот этот момент уже там, где созрел урожай, естественно, не там, где снега сейчас и морозы, есть еще южные регионы, южные страны, где вот это актуально. Этих людей я насчитала где-то несколько десятков человек, но они есть и просят дать ответ. Пожалуйста, собирайте урожай, заготовки делайте и закладывайте на хранение с 16 часов. Квасить капусту не рекомендуется. И с 16 часов можно делать, вот собирать различные лекарственные растения и готовить лекарственные настойки. Так как это время уже после 16 часов будет время Овна, очень хорошо собирать растения для приготовления настоек, для укрепления кровеносной системы. У нас был агрогороскоп с 12 по 14 ноября 2020. Следующая рубрика «Луна для дома». Итак, Водолей 11 ноября. Здесь очень много хороших дел можно сделать, и они будут эффективными и успешными.
печка будет растапливаться хорошо. Стричь волосы можно, органическую краску использовать для покраски, потому что это знак Водолей, стихия воздуха. Мыть волосы очень хорошо, очистка кожи на растущей луне не проводится, стрижка ногтей очень хорошо, ремонт прекрасно будут побелочные, покрасочные, поклеечные работы. Проветривание вещей только в случае, если будет хорошая погода, солнышко, ветерок. Рукоделие пока неэффективно, потому что в это время нет желания трудиться над тем, чтобы усидчиво заниматься творческими делами, вышивать, вязать. Ну, вот может, если будет желание, конечно, завершить какую-то вещь, да, а начинать не начинайте, Водолеи. Для стирки используйте пятновыводители, плохо отстирываются грязные вещи. Уборка, естественно, очень хорошо. Вот таким образом выглядит вот этот день. А теперь 2 дня в рыбах. Это у нас растущая луна в знаке рыбы 12 и 13. 14 тоже частично будет, но мы поделим эти дни отдельно. Здесь чистая энергия стихии воды, поэтому печку не растапливаем, будет много дыма. Стричь волосы, красить волосы, мыть волосы не рекомендуется, потому что и пострижка будет некачественная, да и краска плохо вцепляется в это время. Ну и мыть волосы тоже нет смысла, будет перхоть. Очистка кожи тоже пропускаем, стрижка ногтей тоже плохо, потому что будут сечься ногтики, лучше пропустить это время. Ремонт ни в коем случае, потому что у нас в это время не засыхает вот ни краска, и вот эти, даже если это не щеточки для покраски, то все равно очень плохое качество получается. Проветривать вещи нет смысла, они будут влажные и, естественно, долго сохнуть и не высохнут. Наоборот, даже сухие вещи, если вынесете в хорошую погоду, все равно занесете, будет много влаги. Рукоделие в рыбах, вот это да, вот это хорошее время начинается. Можно вязать, шить, вышивать. Стирка хорошо получается, несмотря на то, что растущая луна в знаке рыбы, вымывается очень хорошо все. И убирать можно тоже, даже нужно в это время. И остается у нас один день, это день на стыке энергии воды и огня. 14 воскресенья, 14 ноября до 15 часов, даже до 16 часов практически, и потом энергии еще до вечера будут сохраняться, энергии стихии воды, поэтому печку растапливать в этот день не рекомендуется. Стричь волосы, красить волосы нельзя в это время, а вот мыть волосы после 16 часов очень даже хорошо. Очистка кожи не рекомендуется, стрижка ногтей еще не рекомендуется, может быть глубоко ночью, вечером, но нет смысла это делать, тем более в воскресенье. И ремонт здесь тоже ночью не будете делать, энергии воды еще переходят, стихия воды. И здесь еще плохо господствует энергия, именно в этот день энергия огня. Далее проветривать вещи тоже ночью нет смысла. Рукоделие, естественно, очень хорошо, потому что здесь энергии тоже рыбы еще творческие витают и помогают нам творить. Стирка прекрасно пройдет, и уборка тоже прекрасно пройдет в этот день. А теперь рубрика «Луна для здоровья». 11 ноября 2021 года Луна будет находиться в знаке Водолей, а в дни нахождения Луны в Водолее уязвимы ноги, лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Еще раз напоминаем, что в дни Водолея очень нужно быть внимательным к своим ногам. В это время могут быть судороги икроножных мышц, а также боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, а также будьте внимательны, возможны тромбофлебиты. Что можно в это время есть, и это будет полезно для нашего тела? Мясо, шашлык, колбаса, консервы, любая рыба и рыбопродукты. Из каш очень хороши гречневая, пшеничная, овсяная, а также проростки зерновых и бобовых культур. Ешьте в это время хлеб с отрубями. Различные сейчас хлеба есть, и самим можно приготовить.
Очень хороши в это время свежие овощи и фрукты, любые, без термической обработки, а также какао, орехи, мед, сухофрукты, молочно-кислые продукты, фасоль, сою готовьте, чай из ромашки и каркаде. От чего нужно отказаться в это время? Так от сладостей различных, от продуктов, в которых есть крахмал, от газированных вод, консервированных различных напитков, ну это то, что продается в магазинах, и отказывайтесь также от шоколада, картофеля и грибов. Их исключаем в эти дни для нашего питания. 12, 13 и частично 14 до 16 часов Луна будет находиться в знаке Рыбы. Что здесь нужно знать? В это время уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей в нашем теле. Поэтому исключайте из питания черный чай, кофе, алкоголь, различные лекарства, консервы, острые, мясные, мучные, сладкие блюда. Здесь нельзя ни шашлык, ни барбекю. Постарайтесь в это время исключать эти продукты из своего питания. Зато можно включать в свое питание продукты, богатые калием, железом, йодом. Это любая рыба и рыбопродукты. Очень хорошо в это время морская капуста, различные орехи, то, что у вас есть, сухофрукты, которые заготовили летом, молоко, сыры, фрукты различные, все, что у вас есть, овощи еще, что осталось из свежего, или уже есть свежие для теплых стран, а также очень хорош в это время салат, из него салаты, редис, дайкон, редька. Очень хорошо сейчас использовать цитрусовые, те же апельсины, мандарины, гранаты. Хорошо гречневую кашу готовить, фасоль, изюм, яблоки, тыквенные и подсолнечные семечки, пряности, травяные чаи. Все это очень хорошо будет для нашего тела в этот период нахождения Луны в знаке Рыбы. 14 ноября уже после 16 часов Луна уже будет в знаке Овен. И в это время уязвимы, обратите внимание, голова и все, что находится в голове и на голове. Это кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния, зубы. В Овне всегда уязвима вся сердечно-сосудистая система и психика. Большой риск в это время травм и переломов. Нужно следить особо за зубами и глазами. Категорически не рекомендуется обращаться в это время в стоматологические клиники. Возможны осложнения после этих обращений. Вся челюстно-лицевая хирургия отменяется, в том числе операции на головном мозге, носоглотке, а также в области офтальмологии. Нельзя в это время проводить операции на глазах. Очень вероятны в это время, обратите внимание, головные боли, травмы, порезы. У людей с заболеваниями костной системы возможны обострение артрозов, артритов, радикулитов, ревматических болей, грыжа позвоночника, остеохондрозов, а также может обостриться мочекаменная болезнь. Возникают в это время мигрени, гипертонические кризы, обостряются неврозы. Могут, кстати, обостряться и истерики, психозы, депрессии. Как видите, это воскресенье, это уже время завершения отдыха, ну а затем начало недели. Поэтому будьте добры, обратите внимание на эти важные сведения, на эту информацию, чтобы избежать вот этих проблем с психикой, а также с сердечно-сосудистой системой нашего организма. Что в это время нельзя? А нельзя крепкий чай, кофе и алкоголь. Исключайте в это время из своего меню. А что можно? Во время нахождения Луны в знаке Овен очень хорошо можно
принимать в пищу мясо нежирной птицы, рыбу, рыбопродукты, яблоки, морковь, лимоны, цветную капусту, цитрусовые, редис, лук, чеснок, помидоры, перец, кстати, сладкий и горький, укроп, петрушку, тмин, салат, кориандр. Ну, практически овощи, фрукты, они всегда очень полезны для этого периода, когда будет Луна находиться в знаке Овен. Ну что ж, мы сегодня рассмотрели с вами очень важную информацию о том, что мы можем делать в период с 12 по 14 ноября 2021 года в саду, на грядке, а также в доме и на что нужно обратить внимание для нашего хорошего здоровья. А мы, ведущие этого канала, Раиса Греченко и Александр Волик, желаем вам действительно настоящего крепкого здоровья, позитивного настроения, мира, тепла в ваших домах и уюта. Ну и пусть любая погода за окном приносит вам позитивное, хорошее настроение. До новых встреч на нашем канале!